Всем привет, друзья! Меня зовут Виктор, и вы на канале Scale Hamster. В этом видео мы завершаем стройку модели полуторки ГАЗ-2А от MiniArt. Я покажу оставшиеся этапы сборки, покраски и тонировки модели, а также остановлюсь на некоторых важных моментах. Давайте приступать. Началась тут у меня примерка, и возник один нюанс. Радиатор никак не садится на свое место, не становится своими опорами на балку. Что-то где-то я, видимо, не доглядел при сборке, и сейчас решил подточить эту деталь. Вот теперь уже радиатор устанавливается гораздо увереннее. Надо будет этому узлу уделить особое внимание в будущих моделях. Возможно, как-то иначе делать подсборки. Также, как видите, я замаскировал коробку передач. И теперь будем красить раму в черный цвет. Итак, друзья, все детали окрашены в базовые цвета. Двери и заднюю часть кабины я замаскировал и покрасил в цвет Nata Black карты дверей и крышу. Давайте сейчас снимем маски и посмотрим, что получается. Двери я решил красить сразу в цвет кабины и после уже маскировать и красить обивку. Думаю, решение правильное и все хорошо получится. Останется только выделить обивку методом сухой кисти и покрасить ручки с обеих сторон двери. Далее задняя часть кабины и крыша. Тут я использовал несколько цветов. Сначала выкрасил заднюю стенку кабины в красный Scarlet Red, после покрасил салон в Barbarian Flash, далее козырек в черный цвет и, наконец, саму крышу в цвет Nata Black. Красивое сочетание получилось, смотрится здорово. Каркас крыши выделяю цветом дерева. Вряд ли его там будет видно, но все же. Теперь посмотрим, что получилось с рамой и коробкой передач. Кстати, хочу сказать, что не так-то просто ее было покрасить. Настолько много деталей, что как ни дуй аэрографом, что-то где-то перекроется. Короче, покрутить приходилось раму активно и внимательно разглядывать под всеми возможными углами. Я нарезал ленту мелкими лоскутками и узкими полосками и плотно обернул коробку передач. В целом маскировка удалась, зеленый цвет был надежно защищен. Оставшиеся небольшие участки рамы, которые попали под маску, подкрашиваю кистью. Раму под кузовом не стал маскировать и заморачиваться с аэрографом, а просто выкрашиваю кистью в темно-серый цвет. Такой же цвет, как и сам кузов. Краска Валеха прекрасно подходит под кисть, так что тут никаких проблем не возникло. Следующий шаг по раме – сухая кисть. Прошелся светло-серым цветом, сразу все грани проявились и заиграли. Вид стал уже значительно интереснее. Далее двигатель. Это мой первый опыт покраски двигателя в сборе. Сейчас я выделяю все детали, отличные от базы. В основном это черный цвет. Трамблер красно-коричневый. Ну и что-то по мелочи будет подчеркнуто металликами. И вот что в итоге у меня получилось. Темно-серым выделил резиновые трубки, а хомуты серебристым. А в верхней части двигателя покрасил деталь латунью. Увидел такое решение на одном из фото, и мне оно понравилось. Ну и вот таким образом будет выглядеть двигатель с патрубками. Я их, конечно же, приклею перед работой со смывкой. А вот это результаты работы методом сухой кисти по деталям салона. Для примера рядом необработанная дверь. Эффектный прием, так просто и быстро выделяется весь рельеф поверхности. Выделял здесь светло-серой краской, если вдруг где-то переборщил, можно такой же сухой кистью пройтись базовым цветом, ну или средне-серым, и тем самым приглушить излишнее выделение. По сиденьям также прошелся, складки зачетные.
сидушка у Luminar получилась очень реалистичная. Прокрасил на дверях ручки и добавил, обратите внимание, выступ на нижнем крае оконного проема. Эта маленькая деталюшка дается фототравлением. Я даже сразу ее пропустил и поставил только сейчас. Далее посмотрим крылья и пол салона. В целом тут ничего особенного. Покрасил в черный цвет, выделил сухой кистью органы управления. Продолжаю работать с деталями, и на очереди передняя часть кабины. Выкрашиваю рулевую колонку в черный цвет. Итак, прорисовал здесь все необходимые детали. Щиток приборов, дворник, петли стекла, детали на моторном щите. На этой модели везде использовал металлики от Валеха. Сиденья я вам уже показывал. Здесь они уже полностью завершены и покрыты матовым лаком. И вот еще выкрашенный руль. Далее радиатор. Покрасил эмблему и немного прошелся сухой кистью. Следующий на очереди кузов. Ему тоже досталось от сухой кисти. Снаружи это был светло-серый цвет, а внутри цвет дерева. Решил таким образом сделать эффект некоторой потертости на дне кузова. И наконец резина. Грех не выделить такой замечательный протектор и надписи. Все та же сухая кисть и все тот же светло-серый цвет. Теперь можно прочитать надпись «Ярославский резинокомбинат» и рекомендуемое давление в шинах. И вот они, оставшиеся детали. Из интересного тут выхлопная труба в цвете сталь от Валеха. Окрасил здесь кистью, металлик прекрасно ложится таким способом. А вот о чем я совершенно забыл, так это прокрасить полосу под надпись. Точнее, я был уверен, что декаль идет с желтой подложкой. Поначалу решил, что нормально будет нанести желтый сразу. Но не тут-то было. Желтый цвет у нас капризный и темную базу не перебивает. В целом эффект интересный получился, но здесь ему не место. Нанес светло-серую подложку и следом уже желтый цвет. Вот теперь получилось то, что надо. Итак, образ моей модели — это грузовое такси Одесса, 1947 год. Именно эти декали я выбрал, но цвет уже сделал на свое усмотрение. Вот, кстати, только недавно нашел шикарное фото подобного такси. Тут и нарощенный борт, и лесенка сзади. Одним словом, колоритная машина. Увидел бы раньше, точно сделал бы именно такую, даже в защитном каноничном цвете. Ну а нашу модель мы потом чем-нибудь нагрузим. Пришло время наносить смывку. В этот раз решил обойтись старой доброй проверенной хомой. Для кузова я взял черную смывку, она себя хорошо проявила по цвету и по эффекту. Также здесь впервые пользовался специальными спонжами для смывки. Ссылку на обзор на них я оставляю в описании к ролику. Очень понравился этот инструмент, ватные палочки даже и близко не стоят. Рекомендую однозначно. Материал здесь упругий, впитывающий, можно контролировать интенсивность смывки, а острым носиком удобно доставать во все уголки. Вот таким образом нанес смывку на все детали и задул финишными лаками. Где-то мат, где-то полумат. Лаки использовал также от Валеха. Далее сборка колес. После моей доработки колеса просто собираются без клея. Я считаю такой вариант самым оптимальным. Удобно и красить, и собирать. И вот что у меня получилось. Передние, задние двускатные и запаска со скобой. Для кабины использовал коричневую смывку. Тут тоже есть свои особенности. Она очень плохо сохнет и смывается практически без остатка. Так что нужно аккуратно махать спонжами, чтобы хоть что-то оставить. Но в то же время она немного тонирует поверхность.
Так что выходит что-то вроде смывки плюс фильтр. 2 в 1, короче. А внутри кабины по каркасу также прошелся этой смывкой. Итак, финальный этап. Будем ставить стекла. Уплотнитель я не прокрашивал. Где-то смывка затекла и дала тень, ну а где-то он просто не нужен. Стекла просто вставляются в проем и аккуратно вклеиваются. Я приклеиваю стекла супержидким клеем от Tamiya, наношу небольшую капельку на стык. Сразу предупреждаю, клей может испортить стекло. Если решите повторять мой способ, имейте это в виду. Если у вас есть какие-то опасения, клейте на лак, на ПВА или на специальные модельные клеи для прозрачных деталей. Дверное стекло изогнуто, нужно вставлять правильной стороной. А в целом здесь то же самое. Ветровое также ставится безо всяких проблем. А вот такое досадное недоразумение обнаружил на скобе крепления запасного колеса. Вот видите эти гайки на штырях? Они должны быть над скобой, как и сделано слева, а не под ней. В свое время я неправильно собрал, и можно было бы просто подрезать штырь снизу. Но мы же не ищем легких путей, так что переделываю. Ну что ж, друзья, это почти финал. Вот у меня в руках завершенная деталь с крыльями. Установил здесь стекла фар и прокрасил хромом ободки. Внутри также просматриваются мои самодельные лампочки. Приклеил на свое место сидения. Крылья покрыты сатиновым лаком, как и вся кабина. Далее передняя часть кабины, рулевое колесо вклеено на свое место. Задняя часть с крышей. Тут добавилась деталь, прокрасил хромированную полоску между обивкой крыши и задней стенкой. И вот наша красивейшая ажурная рама, задута матовым лаком. Далее прорисовал задний фонарь, красный лак от Хамы и смесь белого цвета и глянцевого лака для фонаря заднего хода. А вот и украшение модели. Красавец-двигатель. В этом проекте я не стал его дорабатывать, а просто максимально выделил все искоробочные детали. Установил вентилятор и патрубки. Тут также использовалась коричневая смывка, и на примере двигателя хорошо видно, как она тонирует базовый цвет. Началось, пожалуй, самое веселое. Это сборка кабины. Решил собирать ее вот таким образом. Приклеил переднюю часть к полу и сразу же добавил радиатор. Дело в том, что радиатор своими распорками тянется до моторного щита, и удобнее было бы собрать именно так, а не клеить радиатор отдельно на раму. Как вариант, можно было бы не вклеивать сразу распорки. Но у меня впереди еще несколько таких моделей, так что попробуем другую последовательность сборки. Завершенный вид кузова, покрыл его уже матовым лаком. Внутри, кстати, использовал коричневую смывку, чтобы усилить эффект потертости. Но все равно вид получился довольно ухоженный. И, наконец, рама. Установил на нее колеса, двигатель и выхлопную трубу. Не все тут прошло гладко. Движок никак не лез на свое место и никак не соединялся с трубой. Передний кронштейн неохотно ставился на поперечную балку рамы. Дело тут совсем не в мини-арт, сходимость у модели прекрасная. Дело в моем подходе к сборке. Надо было по инструкции склеивать движок с коробкой и более тщательно примерять к некрашенной раме. Но в конце концов я нашел нужное положение и подружил двигатель с рамой и трубой. Сложность тут еще в том, что двигатель соединяется с кабиной и радиатором. Один патрубок идет вверх к фильтру на моторном щите, а два других снизу к радиатору. Выходит, что он связан сразу несколькими точками с разными деталями.
Так что этот узел нужно тщательно позиционировать в самом начале сборки. Что-то собрать сразу, что-то насухо примерять. Главное подогнать все на начальных этапах. Следующим шагом я добавил к собранной раме кузов. Детали сошлись без каких-либо проблем, стал как влитой. А вот так выглядит собранная кабина. После того, как приклеил моторный щит к полу, добавил обе двери и заднюю стенку с крышей. Также приклеил зеркало заднего вида. На мой взгляд, это оптимальная последовательность сборки. Салон в модели практически не просматривается. В будущем обязательно сделаю вариант с открытой дверью. Капот я оставил приставным, но штука в том, что он сужается к низу, и ставить его на свое место не так-то просто. Думаю, я еще буду пробовать разные комбинации приставных деталей, а также сделаю вариант с открытым капотом. Здесь же у меня будет просто целиком съемная кабина. Тем более, что и крылья становятся не очень уверенно на свои места. Опять же, в следующих моделях буду вклеивать их до покраски. А также надо будет обязательно одну модель сделать в антураже мастерской и оставить просто голую раму, но уже с доработанным двигателем. Уж очень понравилась мне детализация и имитация всевозможных механизмов. Грех такое прятать, и хочется показать во всей красе. Подводя итог стройки, хочу сказать, что я очень доволен этой моделью. Она хоть и непростая, но определенно стоит того, чтобы с ней повозиться. Ну а сложности, с которыми я столкнулся, озвучил в этом и прошлом видео. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен. Получившийся образ полуторки мне нравится. Именно таким я этот грузовичок себе и представлял. А на этом модель я считаю завершенной, загрязнять ее не планирую, но возможно немного пыли добавлю, когда буду заполнять кузов. Что касается груза, то я что-нибудь подберу и в отдельном ролике мы с ним поработаем. Ну что ж, друзья, эту стройку и это видео я заканчиваю. Напишите в комментарии, что вы думаете о модели и о моей работе. Задавайте вопросы, если что-то осталось непонятным. Я благодарю вас за просмотр, за лайк и подписку на канал. Всем пока и до встречи в следующем видео.